Привет всем любителям автомобильной классики. Уже не раз мы заводили разговоры о так называемых европейских гибридах середины 20 века. Об автомобилях со стильным дизайном, отличными настройками шасси и внушительными производительными американскими моторами. И в этот раз мы снова поговорим о марке, которая пусть и за недолгое время своего существования оставила свой след в автомобильной истории. Речь пойдет о модели изогрифа A3C. Если покопаться в автомобильной истории, то можно встретить примеры, когда некоторые производители оказались в автомобильном мире либо благодаря случаю, либо энтузиазму какой-нибудь личности, одержимой своими идеями. Некоторые начинали свой путь производства не автомобилей, а других товаров. Пирс Эрл делал велосипеды и клетки для птиц. Ламборгини – тракторы. Студебекер – тележки и повозки для фермеров, шахтеров и военных. Вот и итальянская компания ISA, располагавшаяся в Генуе, фактически начинала свою жизнь как ISA Термос и занималась производством холодильников и обогревателей. Все изменилось, когда в 1939 году ее приобрел инженер-промышленник Ренцо Револьта. Ренцо Револьта родился в 1908 году в семье промышленника из города Дезио, чей семейный бизнес представлял собой деревообрабатывающее производство. С юности Ренцо имел особую страсть к технике и особенно к автомобилям. Взяв на себя управление предприятием, он переименовал его в ISA Autoveicoli и перевел производство в город Брессо, расположенный севернее Милана. После войны он перепрофилировал предприятие и в 1948 году начал производить мотороллеры и мотоциклы. Цены на них были выше, чем у конкурентов того времени, однако спрос был стабильным, благодаря надежной конструкции и превосходному качеству сборки. Мотоциклы были популярным и дешевым транспортом, но итальянцам требовалось для передвижения что-то более практичное. В 1953 году Револьта запускает в производство трехколесное транспортное средство Изетта, разработанное Эрменджильдо Претти и Пьерлуиджи Раджи с одноцилиндровым мотоциклетным мотором. Чуть позже появится четырехколесный вариант. За 5 лет в Италии было продано свыше 20 тысяч единиц Изетта, включая фургоны и пикапы. Но сам владелец компании ожидал несколько больших объемов продаж. Не выйдя на показатели ожидаемой прибыли, принимается решение о продаже лицензии на ее производство сторонним фирмам. Компанией, заинтересовавшейся в предложении, оказалась BMW, находившаяся в то время на грани банкротства. Немецкая компания адаптировала свои мотоциклетные двигатели к Изетта и успешно продавала их не только в Европе, но и за океаном. Во многом благодаря этому она смогла пережить тяжелые времена, чтобы в будущем стать одним из автофлагманов, производящих люксовые автомобили, коим она является сегодня. Продажа прав на микрокар позволила Револьте получить изрядную сумму денег на разработку более роскошного автомобиля. Вынашивая идею постройки своего Гран-туризмо, который должен был противостоять Феррари и Мазерати, в 1962 году Ренцо переориентировал свой бизнес на выпуск дорогих спортивных автомобилей с американскими двигателями V8. К этому времени ему удалось сосредоточить вокруг себя команду талантливых инженеров и дизайнеров, мыслящих иначе, чем их итальянские коллеги с более традиционным подходом. Добавив последний важный элемент, а именно бывшего инженера Альфа-Ромео и Феррари Джотто Бицарини, они вместе с дизайнером из ателье Бертоне Джорджетто Джуджера разработали спортивное купе с роскошным и комфортабельным салоном и посадочной формулой 2+2. Ею стала ISA Револьта GT. Модель имела несущую конструкцию кузова
независимую заднюю подвеску Dedion с дифференциалом Salisbury и двигатель V8 объемом 5,4 литра мощностью 340 лошадиных сил, позаимствованный у Chevrolet Corvette. В качестве трансмиссии использовались безотказные четырехступенчатые механические Borg-Warner либо автоматические Power Glide. Тормоза от Dunlop были дисковыми спереди и сзади, что делало Isa Revolta весьма передовым автомобилем для своего времени. Презентация прошла на Туринском автосалоне 1962 года, где купе было тепло принято публикой. В течение 7 лет было продано 799 экземпляров. Спустя год, в 1963 на Туринском автосалоне был представлен Isa Grifa A3, разработанный на платформе Isa Revolta GT. Колесная база была укорочена, а двигатель был сдвинут за переднюю ось. Существовало две версии. A3L, от слова «лусо», то есть люксовый. Он позиционировался как роскошный дорожный гран-туризмо. А A3C, от слова «корса», гонка, был по своей сути гоночным болидом. Что касается гражданской версии, то год спустя купе поступило в серийное производство как Isa Grifa GL. У него был схожий дизайн с A3L, но некоторые элементы кузова отличались. Например, ручки дверей или форма и расположение воздухозаборников. В 1964 году был продемонстрирован кабриолет, так и оставшийся в единственном экземпляре. Как показали тесты, от мягкого верха пришлось отказаться из-за недостаточной жесткости кузова. Однако в мае 1966-го купе разбавили версией Targa, который был спроектирован еще одним сотрудником студии Бертона, уже знакомым нам Марчелло Гандини. Поставки таких конверсий покупателям начались только к концу того же года. В 1968 году модель подверглась значительным изменениям, и помимо того, что сменила имя на Grifo 7 Litri, она стала способна развить скорость в 300 км в час, благодаря 7-литровому мотору Chevrolet L71, выдававшему 435 лошадиных сил. Внешне эту версию можно было отличить по более крупным наружным фарам и воздухозаборникам на капоте. А вот из-за спортивной версии у Револьта и Бицарини возникли разногласия. В 1964 и 1965 годах этот спортивный автомобиль был выставлен на 24-часовой марафон в Лимане, где он оба раза пришел к финишу первым в своем классе прототипов. В 1965 году пути Револьта и Бицарини расходятся, так как компаньоны не смогли найти компромисса касательно дальнейшей судьбы спортивной версии Grifa A3. В результате последний уходит из компании, чтобы выпустить Grifa A3C под собственным брендом, как Бицарини 5300 GT Strada. К тому моменту он уже успел найти покупателей на 22 автомобиля, выпущенных под логотипом Isa. В августе 1966 года, в возрасте всего 58 лет, внезапно и неожиданно для всех умирает Ренцо Револьта. После его смерти управление компанией взял на себя его 25-летний сын Пьеро, который продолжил развивать мечту своего отца. Под его началом шла разработка крупного роскошного седана с высокими эксплуатационными характеристиками, поначалу получившего имя S4, а также четырехместного купе Лейли. В этот период Пьеро решил изменить название компании на Isa Revolta, как дань уважения отцу и первой модели GT. Дизайн представленного в 1966 году четырехдверного седана S4 был также разработан Giugiaro. А строился он на производственных мощностях ателье Ghia. Спустя 3 года S4, получив новое имя Fidia, стал выпускаться на новом заводе компании в Варедо. Считается, что модель оказалась вершиной высокопроизводительных четырехдверных автомобилей той эпохи. Он стоил дороже, чем Rolls-Royce Silver Shadow, и конкурировал с Maserati Quattroporte, пытаясь отнять у него долю продаж на крошечном рынке люксовых спортивных седанов. Поначалу в качестве основных двигателей использовались все те же V8 от Chevrolet Corvette, а к концу производства их заменил двигатель Cleveland от Ford. Шасси повторяло конструкцию ранних моделей GT, но с целью комфортного размещения задних пассажиров
база была значительно удлинена. С 350-сильной версией двигателя Chevrolet седан развивал максимальную скорость более 225 км в час и даже на таких скоростях сохранял тишину и комфорт в салоне. За 7 лет производства было построено всего около 146 экземпляров. Большой спортивный седан успел побывать в собственности таких знаменитостей, как Джон Леннон, Сонни Бона и Пит Таунсенд, что только укрепляло позиции Иза на рынке. Модель Лейли, преемница уже устаревшего внешне купе из Revolta GT, дебютировала в 1969 году, дополняя модельный ряд, включавший Грифа и Фидия, между которыми она заняла свое место. Название она получила в честь супруги Пьера, Лейли Револьты, и стала ответом на Lamborghini Espada, Maserati Mexico и Ferrari 365 2+2. Новое купе по дизайну имело сходство с Espada, а причиной тому послужил факт, что они оба были созданы Бертоне примерно в одно и то же время. Кстати, автором дизайна Лейли стал снова Марчелло Гандини. Вслед за Фидио поначалу модель оснащали двигателями Chevrolet, а с 1972 года и до прекращения деятельности компании их заменили на силовой агрегат Ford. Но независимо от силовой установки, Лейли оказался грозным конкурентом в классе автомобилей Gran Turismo, обеспечивая отличные характеристики и управляемость, упакованные в стильном и выразительном кузове. За все время производства было выпущено около 260 экземпляров. Кстати, после появления модели Лейли в линейке Иза в 1970 году Грифа получает новую переднюю часть в том же стиле с открывающимися фарами и носит новое имя Грифа Series 2. В начале 70-х годов компания начала сталкиваться с рядом трудностей. Сначала в 1972 возникают трения с концерном General Motors, который стал требовать предоплату за двигатели Chevrolet, в результате чего сотрудничество с ним было прекращено. Проблему удалось решить с помощью корпорации Ford, согласившейся поставлять двигатели серии Cleveland с постоплатой. В этом же году Пьеро Револьта, пытавшийся разрекламировать свою продукцию, ввязывается в гибельное для него дело. Он начинает спонсировать гоночную команду Формулы-1 Фрэнка Уильямса под названием Иза Мальборо. Параллельно с этим представляет на выставке в Турине новый прототип, с которым связывают большие надежды – Варедо. Спортивное купе со средней моторной компоновкой, кузовом, выполненным из композитных материалов, был разработан сотрудником Загата в соавторстве с Пьеро Револьта. В 1973 году началось участие компании в вышеупомянутых автогонках, однако за сезон команде удалось набрать всего лишь 2 очка. В итоге из-за сложнейших финансовых потерь Пьеро Револьта вынужден продать фирму американскому бизнесмену Иво Перо. Новые хозяева переименовывают компанию в Iza Motors. Представленный ранее проект Варедо остается незавершенным. Участие в Формуле-1 в сезоне 1974 года также не привел никаким успехам. Команда смогла получить только 4 очка в одной гонке. Нефтяной кризис начала 70-х, а также безуспешные попытки войти в мир автоспорта привели к тому, что в том же году компания объявляет о своем банкротстве и прекращает выпуск всех моделей. К тому моменту было построено около 1700 автомобилей за весь период существования. Пьеро Револьта покидает Европу и переезжает со своей семьей в США, где основывают фирму Revolta Group и занимается производством шикарных яхт и катеров. К тому же Револьта смог выкупить некоторые прототипы у банкротившейся фирмы и перевез их за океан. Первая попытка возродить марку Иза Револьта произошла в 1991 году. Пьеро Револьта и Пьеро Сала разрабатывают переднемоторный суперкар Грифа 90. За его конструкцию отвечал Джанпаоло Даллара, а кузов спроектировал Марчелло Гандини. Двигатель Chevrolet V8, доработанный ателье Callaway, объемом 5,7 литра, мощностью 440 лошадиных сил, обеспечивал спорткару максимальную скорость свыше 300 км в час.
планах значилось производство до 200 единиц в год. Но был построен только один прототип, а проект так и не получил своего дальнейшего развития. В конце 90-х имя Иза снова стало появляться в прессе. На этот раз Пьеро Револьта решил заняться тем, с чего начинал его отец, а именно производством микрокаров. Иза Изиго с 500-кубовым 20-сильным силовым агрегатом, для управления которого не требуется водительское удостоверение, планировалось поставлять в Голландию, Бельгию, Францию и даже в США. Однако проект так и остался нереализованным. Дальше предсерийных прототипов дело не пошло. Интересный факт, что прототипы были построены в ателье Загата, и это совсем не случайно. Дочь Пьера Револьты и внучка Ренцо Револьты, Морелла, замужем за внуком основателя фирмы Уго Загата, Андреа, возглавляющим ныне миланское кузовное ателье. А еще она в настоящее время занимает должность арт-директора. Летом прошлого года было объявлено о возрождении бренда Иза Револьта, и миру представлено купе GTZ Gran Turismo Zagata по мотивам прототипа Иза Револьта A3C. Модель, разработанную на шасси Chevrolet Corvette Z06 с кузовом из углепластика, выпустили в количестве 19 штук. Под капотом компрессорный LT4 V8 объемом 6,2 литра и мощностью 660 лошадиных сил. Все 19 экземпляров очень быстро нашли своих новых покупателей. Ну а автомобиль, о котором мы решили поговорить сегодня, это вариант Иза Грифа A3C. Модель, ставшая причиной того самого знакового разногласия великих инженеров – Револьты и Бицарини. На рынке классических автомобилей это, вероятно, одна из самых редких и очень востребованных в настоящее время моделей Иза. Шасси B0209 построено компанией Carrozzeria Sports Cars из Модены под руководством Пьера Дрога. В конструкции кузова использовались самые современные на то время авиационные технологии, что позволило снизить общий вес автомобиля до 969 килограммов. Специальный сплав алюминия, меди и магния позволял получить легкую и гибкую конструкцию, но был и обратный эффект – материалы были крайне сложны для сварки. Поэтому детали кузова получили клепанное соединение по аналогии с производством корпуса самолета. Наш экземпляр был 8-м из 10 выпущенных в 1964 году моделей A3C. После сборки он был доставлен в Париж своему первому владельцу. Им оказался Жан-Филипп Сме, более известный широкой публике как Джонни Халлидей, названный газетой New York Times французским Элвисом Пресли. За свою жизнь Халлидей продал 100 с лишним миллионов пластинок и снялся в более чем 30 фильмах. 18 альбомов Джонни стали платиновыми. Среди известных фильмов с его участием можно отметить, например, «Человек с поезда» 2002 года в тандеме с Жаном Рашфором, или «Ограбление по-французски» 2003, где также снимались Жерар Депардье и Харви Кейтель. Но вернемся к Иза. Автомобиль находился в собственности Халлидея совсем недолго. Спустя год, в феврале 1966 года, он продал его. С 60-х годов 20 века и по настоящее время спорткар был в собственности большого количества людей. Но значительное время, а это более 2 десятилетий, он провел во владении князя Пьера Сангушка. Исторические фотографии, сделанные в этот период, показывают, что кузов был перекрашен в белый цвет с центральной синей полосой.
Но попав в руки следующего покупателя в 1992 году, он был перекрашен в красный цвет. В 2021 во время прохождения обширного технического обслуживания во французской мастерской карроссерии Минард в Руане автомобиль перекрасили в бордовый оттенок. Поскольку ISO выпускала свои модели в крайне ограниченных тиражах, марка была эксклюзивной с самого начала. А модель A3C по причине немногочисленного количества построенных единиц невероятно редко попадает в продажу. Цены измеряются миллионами долларов. Вот, например, шасси B0213 было продано на аукционе Mecum в Киссиме в январе этого года за 1 миллион 182 тысячи 500 долларов. Кстати, 7 лет назад в Монтерее они же пытались найти этому шасси нового хозяина, но, достигнув максимальной отметки в 1 миллион 100 тысяч долларов, лот не был продан, так как запрашиваемая цена была в пределах 1 миллиона 800 – 2 миллионов 200 тысяч долларов. Болид, принадлежавший Джонни Халлидею, тоже не первый раз выставляется на продажу. В феврале 2018 попытка Сотбис в Париже оказалась безуспешной. Тогда, кстати, за спортивное купе, еще в ярко-красном цвете, планировали выручить 2,5-3 миллиона евро. 2 миллиона 900 – 3,5 миллиона долларов. 19 ноября 2021 года во французском Ле Кастеле, что на Лазурном берегу, Сотбис попытается повторить успех Mecum тоже со второй попытки. В этот раз предполагаемая стоимость уникальной модели A3C с интересной историей составляет 1,5–2 миллиона евро. 1 750 000 – 2 миллиона 300 тысяч долларов. Совсем скоро и мы узнаем дальнейшую судьбу бордового Гран-туризмо, а на сегодня это все. Впереди вас ждут результаты аукциона в Сильверстоуне, где на торги выставлялся Jensen FF2, о котором мы говорили в предыдущий раз. Спасибо каждому, кто заходит на канал и, возможно, смотрит ролики до конца. Всем здоровья и удачи, ну а пока.